Тельцы, я приветствую вас. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Сегодня с вами смотрим сентябрь. Да, на пороге уже осень, поэтому нам нужно все-таки посмотреть, какие энергии будут преобладать, как к этому периоду подготовиться, сделать все для того, чтобы этот месяц для вас был максимально комфортным, ярким, радостным и продуктивным. Настраивайтесь, пожалуйста, на расклад, на совместное чтение карт. Почему на совместное? Потому что по визуальному ряду арканов вам идет дополнительно своя информация, назовем так, индивидуальная, точечная. В особенности, если у вас хорошая связь с вашей интуицией. Что ж, смотрим, что вас ожидает. Основные энергии месяца, работа, финансы, здоровье, личная жизнь и рекомендации или совет, назовем так, от карт. Итак, основные энергии месяца. У вас здесь ложится рыцарь мечей. Напор, аврал. В чем-то может быть проявление агрессивности, гнева. Потому что рыцарь мечей – это ситуация, когда вы стремитесь обозначить не только личные границы, а отстоять свои интересы жестко, безапелляционно, могу сказать так, в рамках такой тирании, потому что здесь вы не терпите ситуации, когда кто-то вами помыкает, манипулирует или ставит условия, то есть здесь, в какой-то степени показать, кто в доме хозяин. Еще, конечно же, карта сопряжена с поездками, путешествиями, переездами. Она у нас многогранна, как, в принципе, любой аркан. Давайте с вами раскроем, о чем здесь идет речь. И здесь у нас ложится туз жезлов. Здесь не зря изображена карта пути. И видите, вот посох, на который вы опираетесь. То есть новое начало, новые возможности, новые проекты, за которые вы будете браться стремительно, молниеносно, потому что энергия у вас будет кипеть, бурлить, и вы будете счастливы от всего происходящего. В особенности успешными будут поездки, путешествия, отпуск, переезды, эмиграция. Для кого-то может быть покупка транспортного средства, тем более, что у нас уже завершился период ретро-меркурия. То есть в любом случае ваш напор, он принесет свои результаты. И это именно тот месяц, когда, так сказать, нужно, знаете, как со старта начинать то, что вы давно хотели, к чему стремились, то есть браться за эти вещи. Работа. В плане работы рыцарь монет. Рыцарь монет – это рутина, это неспешность, но стабильность. То есть это выполнять все по четко прописанному плану, то есть здесь без каких отклонений вправо-влево. Этот аркан, который говорит об отсутствии вашей суетливости, вы четко знаете, понимаете, чего вы хотите и как этого добиться. И, скажем так, поэтапно идете к достижению желаемого. Мы оценим ситуацию для тех, кто у нас сейчас не работает и работать не может. И здесь, как мы видим, рыцарь монеты, восьмерка жезлов, это попытки, то есть выискивать информацию, может быть, какой-то дистанционной подработки или разовой работы. То есть кто-то однозначно здесь будет оценивать или что-то мнение, какие-то слухи, потому что восьмерка жезлов – это, в принципе, информация, обработка. Вы здесь собираете ее отовсюду и, как следствие, используете себе во благо. Почему говорю, что речь может быть о разовых каких-то проектах? Не обязательно это какой-то именно объем работ, который вам нужно выполнить. Это ситуация, когда вы уже что-то могли создать, к примеру. Может быть, у вас там свой канал YouTube, и вы рассказываете о каких-то фишках в любой сфере, будь то там, не знаю, ремонт или, не знаю, какой-то там тюнинг автомобиля, то есть все что угодно. Здесь как делиться опытом и на основании этого опыта зарабатывать. Оценим ситуацию для тех, кто у нас является соискателем. И здесь рыцарь монет и семерка монет – это прикладывать усилия, но пока работы здесь нет. То есть это ожидать результата, ожидать ответа от будущих, так сказать, работодателей относительно того, как воспримут и оценят ваше резюме. Если же вы у нас наемный сотрудник, то восьмерка пентаклей, как мы видим, это ситуация, знаете, как рутинной работы, рутинного труда. То есть здесь нет каких-то кардинальных перемен, но, как говорится, эта карта указывает на ситуацию, что ваша активность даст свои плоды несколько позже. Но в любом случае трудитесь, не покладая рук. Если вы у нас владеете собственным делом, то здесь ложится паж монет. Паж монет – это ситуация, когда вы можете делать акцент на обучении вашего персонала. Опять же, вы можете делать акцент на своем обучении. Если ваша деятельность так либо иначе в целом
сопряжена с обучающими процессами, то это активно внедрять новые курсы, тренинги, может быть какая-то литература, аудиозапись, все что угодно. То есть то, через что вы обучаете. Может быть какие-то обучающие сессии, и на этом активно будете зарабатывать. Финансовая сторона вопроса у нас здесь ложится паж жезлов. Паж жезлов зачастую у нас не сулит доходы, он сулит расходы. Причем расходы импульсивного плана, расходы на удовольствие, расходы... Это знаете, когда вот пришел, увидел, победил. То есть, может быть, это какая-то вещь или трата вам в целом не нужна, но это, знаете, как траты импульсного характера. То есть вы сиюминутно получили какое-то удовольствие, заряд энергии, счастья, и как следствие будете здесь действительно активно тратить деньги. То, что касается состояния здоровья. Ну, по королеве монет. Для девушек и женщин это вы сами. То есть это акцент на то, чтобы восполнить свои ресурсы, свою силу, прокачать свою энергию, заняться вопросами репродуктивного здоровья, если у кого-то есть проблемы по, так сказать, этой сфере. Ну, а сама по себе карта может для некоторых из вас, для тех, кому это актуально, указывать на вопросы зачатия, ну или деторождения. Личная жизнь. Здесь у нас ложится 8 мечей. По 8 мечей это ограничение, аскеза, либо связать себя обязательствами. Что конкретно отыграется здесь для вас и в каком ключе, мы сейчас раскроем. Для тех, кто у нас на данном этапе свободен, здесь ложится 4 монет. То есть для вас ситуация здесь неизменна, не меняется статус, здесь нет новых знакомств. Но я не вижу, чтобы вы здесь как-то были отчаянны по этому поводу или разочарованы. Вас все будет устраивать, потому что сконцентрированы вы будете совершенно на иных задачах. Если вы находитесь в любовных треугольниках, то здесь 8 мечей и карта Луна. Это как связать себя паутиной лжи, самообмана, рисовать себе какие-то иллюзии относительно перспектив развития отношений их будущего, но менять что-либо на данном этапе вы не намерены. Если вы у нас находитесь в стабильных союзах, то 8 мечей и 5 мечей. Это ситуация, когда вас может тяготить излишнее давление со стороны партнера, потому что 8 мечей – это ограничения, это какие-то табу, которые могут вам ставить, условия, ультиматумы. И вот 5 мечей – это, знаете, как идти на абордаж или на пролом. Это конфликтность, тем более рыцарь мечей это подтверждает. Это может быть ситуация выяснения отношений. Давайте посмотрим, по какой причине, что у вас здесь. 10 жезлов – это может быть ситуация, ну как, неравномерного распределение обязанностей, обязательств. То есть ситуация, когда один в паре тянет все, а второй это принимает как должное. То есть здесь найдет коса на камень и будет выяснение взаимоотношений относительно этих вопросов. Ну и распределение гендерных ролей. Совет. У вас должен совет 5 жезлов. То есть идти ва-банк, отстаивать свое, несмотря ни на что. То есть здесь не оглядываясь на какие-то возможные риски в будущем, потому что 5 жезлов, если сейчас дадите слабину, впоследствии об этом будете жалеть. Смотрим с вами, оцениваем месяц в целом. Как мы видим, у нас на основных позициях нет старших арканов. То есть месяц, который готовит вас к переменам, к тем переменам, которые вот у нас, наверное, скорее всего, будут в коридоре с 18 сентября по 2 октября. Посмотрим в дальнейшем, как для вас отозвется октябрь и какой будет отклик от коридора. Но сейчас у вас, так сказать, подготовительный этап. Кардинальных перемен здесь нет. Смотрим с вами неожиданность периода. Что здесь? Дом, корабль, леса и здесь карта рыбы. Ну, на самом деле это позитивная связка карт. Объясню почему. Но, во-первых, это может быть нежданно-негаданный приезд гостей, друзей. Для вас это также может быть незапланированная как смена места жительства. То есть может как бы не то, что ничто не предвещало беды, просто может у вас не было планов, но вам могли подсказать какой-то интересный вариант. То есть то, что для вас комфортнее, удобнее, может быть даже легче по деньгам. То есть в любом случае это менять свои условия жизни на какой-то лучший вариант. Еще эти карты могут кому-то светить просто вопросы иммиграции, переезда, длительное нахождение за границей по причине обучения, работы. Ну, то есть это будет сопряжено с вашими должностными обязательствами. И если это касается непосредственно вашего отдыха, то здесь, знаете, такой как акцент. Будьте осторожны в дороге с незнакомцами, потому что здесь ну, есть какой-то нарочитый обман. Это может быть... Ну, какая-то ложь. Ну, знаете, как не с целью там вас обокрасть, может быть, просто нанести вам умышленно какой-то вред. Ну, знаете, как
вот человек какой-то злой мог какую-то не ту информацию вам подсказать, там, как вам проехать той дорогой, или когда там будет рейс. То есть лжеинформация, назову так. Поэтому все старайтесь перепроверять. В остальном же месяц у вас легкий, комфортный, продуктивный. Пусть так и будет. Так вам и закрою. А вы, пожалуйста, по прошествии периода напишите, дайте знать, как по факту для вас отозвется эта информация, ну и какие перемены в вашей жизни произойдут. Буду ждать от вас энергообмена, коммуникации. Для тех, кому актуально, присоединяйтесь в Инстаграм. Там стараюсь как можно чаще вести эфиры, отвечать на ваши вопросы. Для тех, в особенности, кого интересует обучение Таро, уверена, это будет полезным. Благодарю за то, что оставались со мной. С вами не прощаюсь. Услышимся в следующих видео.